Слушайте, ради бога, вы меня застали врасплох. Я еще немножко не готова, я еще без парика. Зато у меня есть замечательная шляпка, потрясающий костюм. И сегодня у нас премьера оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Дирижер-постановщик этого спектакля, главный дирижер и художественный руководитель Большого театра Василий Синайский, режиссер-постановщик, знаменитый английский режиссер Стивен Лоулес, художница, которая сделала замечательный костюмчик для меня и многих наших коллег, Сью Вельмингтон. Это наш дорогой режиссер, постановщик Стивен Лоуэлс. How are you? Good? Good. I hope. Don't push the wheel. Yeah, I know, because it's very difficult for me. Дело в том, что у нас очень сложная мизансцена, и я должна барона на коляске двигать по сцене. Но так как коляска очень тяжелая, барон очень большой, я очень маленькая, и много очень набито стекла, я не могу никак его сдвинуть. Поэтому Стивен сказал, ты его далеко не двигай, просто сделай вид, что ты его двигаешь и как бы укачиваешь немножко, чтобы он заснул. А он мне подарил конфетки. Ну, это так принято всегда у актеров, у режиссеров, особенно на Западе, приносить что-нибудь сладкое, чтобы премьера была веселой, приятной, чтобы у всех было хорошее настроение. Итак, до спектакля осталось 6 минут. Самое мое нелюбимое время, потому что все на низком старте, оркестр уже в яме, артисты практически у сцены. Здесь уже не может быть никого, кроме ведущих режиссеров. Бутафор может вынести, в крайнем случае, недоделанное. Столик маршальши, вот эти заколочки. Миманс закалывает ей парик прямо на сцене. Сабля Октавиана, она все время падает у нас, поэтому мы вынуждены незаметно ее приклеивать на двусторонний скотч. Вот этот стаканчик специально ставится для маршальши. Она должна иметь возможность выпить водички, потому что ей очень тяжело вокально. Да, волнуюсь очень. Премьера все-таки, новый жанр, новый спектакль. Ну вот я уже в парике, практически готова. К сожалению, Василий Серафимович Синайский не смог сегодня дирижировать спектакль, и на замену вышел Александр Александрович Соловьев. Я думаю, что все то, что сделал Василий Серафимович, мы попробуем воплотить сегодня в жизнь, потому что он очень много вложил и в солистов, и в оркестр. Мы постараемся и сделаем все то, что он хотел услышать в этой опере. Это совершенно необыкновенная и очень трудная партитура, потрясающая музыка. Когда мы слушали это все за роялем на спевках, нам казалось, что это вообще непонятное. И когда мы сели в оркестр, оказалось, что мы попали в совершенно волшебный мир. И я теперь понимаю, для чего Синайский это делал, чтобы мы слушали этот оркестр и понимали, как в эту канву должны вплестись солисты. Потому что это очень сложная и очень красочная партитура, очень много солирующих каких-то инструментов, которые надо услышать, которые надо показать. Давно у нас таких костюмов не было, необыкновенно красивые и очень стильные, и в эпохе и должны были себя чувствовать вот в этих костюмах, очень специфические. И балетмейстер и режиссер очень старались, чтобы в каждом веке мы были другие. В первом акте это 18 век, во втором 19 и в третьем 20, чтобы стилистически все было так, как положено.
Когда режиссер рассказал свою концепцию, он сказал: я хочу уйти вот от всей этой лирики, от всего того, что принято в этой опере ставить. Я хочу поставить такое действо, в котором много разворачивается всяких событий, и вот эти вот события как бы вот как калейдоскоп собираются, и в итоге вот рождается такое интересное произведение. Нам всем было интересно, потому что каждый получил как бы 3 роли. В каждом действии ты немножко по-другому должен себя вести. Атмосфера в каждом акте создавалась своя. Вот эта музыка нашего театра, такая большая, с широким оркестром, замечательное совершенно ощущение быть внутри этой музыки и внутри этого спектакля. Я сидела в зале, и вся публика была заворожена этой музыкой. Несмотря на то, что эта опера длится очень долго, по-моему, просто не оставалось времени где-то скучать и не получать удовольствие от этой красоты. Фантастические ансамбли, сложнейшие партии, так много нюансов и тонкостей пения. Трио в последнем акте оперы. Я думаю, что это высочайший уровень вообще певческого мастерства. Я сегодня очень волновался, пока могу сказать, что этот спектакль получился интереснее, чем те 2, которые я поставил 15 лет назад. Прошло 5 месяцев с того времени, как Большой театр вновь открылся для зрителей после масштабной реставрации, реконструкции, технического перевооружения. Начинается все с улицы. Одной из основных задач реконструкции театра было изменить условия для зрителей. Сейчас, когда зрители приходят, может быть, многого они не замечают, но условия принципиально другие. Под театральной площадью, перед колоннами, размещается новый концертный зал, которого раньше не было. Для эвакуационных выходов из концертного зала сделаны стеклянные павильоны, которые, может быть, не очень бросаются в глаза. Позже мы спустимся в этот концертный зал и увидим, как он организован. Сейчас мы подходим к одной из дверей главного фасада здания. Теперь здесь появилась одна из касс театра. На дверях видно, что сюда на спектакль входят зрители портера, амфитеатра, бенуара, бельэтажа и первого яруса. На верхние ярусы зрители входят через боковые подъезды. На боковых фасадах театра размещены чугунные колоннады, под которыми боковые входы для зрителей. Это Петровка, напротив ЦУМ, с другой стороны Щепкинский проезд. Сейчас мы подойдем к одной из дверей. Это вновь открытые подъезды, мы потом посмотрим, как они устроены внутри. Зрители к ним подходят, как и раньше, под восстановленной чугунной галереей. В XIX веке было открыто еще 2 подъезда для входа зрителей, но теперь они, как правило, закрыты и открываются для входа в новый концертный зал, который находится под театральной площадью.
Сейчас мы находимся в Копьевском переулке у обновленного северного фасада театра. До реконструкции здесь был склад декораций под открытым небом, и здесь невозможно было пройти публике. Этот переулок соединяет Петровку, Большую Дмитровку, Театральную площадь. То есть можно посмотреть на театр со всех сторон. Напротив северного фасада театра находится памятник архитектуры дом Хомякова, который принадлежит театру и который также был восстановлен во время последней реставрации театра. Это прекрасный фасад архитектора Баве. Мы внутри театра, в главном вестибюле. Только что мы были снаружи. Здесь тепло, сюда попадают зрители, и отсюда начинает свое путешествие по зданию. Сейчас мы попробуем очень быстро перемещаться с тем, чтобы вы смогли понять логику приема зрителей в современном Большом театре. Как я уже говорил, одна из тем, которым особо уделялось внимание, это безопасность зрителей. Система безопасности защищает зрителя от возможных неприятностей. Рядом с парадной лестницей размещена новая касса. Раньше окошка кассы здесь не было. И в течение всего дня и перед спектаклем зрители могут воспользоваться этой кассой. Переходим на другую сторону вестибюля. Здесь у противоположной парадной лестницы окошко администратора. Теперь у администратора появилась еще одна обязанность, которой раньше не было по отношению к зрителям. Внутри здания не везде была возможность сделать пандусы для инвалидов, и поэтому в этом здании применяется специальная техника для перемещения колясок с инвалидами по лестницам. Вот это один из таких агрегатов. Это специальное устройство, на которое может въехать коляска. Специальный сотрудник транспортирует колясочника на нужный уровень в зрительный зал. Парадные лестницы расположены с двух сторон главного вестибюля и ведут в главное фойе театра. Туда мы тоже придем. А в этот вестибюль входят зрители через боковые зрительские подъезды. И отсюда они перемещаются к лестнице и лифту, который их поднимает в гардероб на уровне 3-го яруса. Лифты здесь небольшие, они вписывались в исторические стены, поэтому были серьезные ограничения по размерам. Но, тем не менее, кому действительно нужно подниматься на лифте, те имеют такую возможность. Пройдя контроль, зрители спускаются в гардероб, сдают свои пальто в одно из окон. В этот гардероб попадают зрители все, кроме зрителей верхних 3 ярусов. Эти гардеробы размещены в историческом месте, здесь всегда были гардеробы. Они несколько расширились в боках за счет технических помещений. И, кроме этого, вешалки более современные и приспособленные для хранения одежды не только на крючках, но и на плечиках. Из этого гардероба зрители попадают в лифтовые холлы круглых лестниц. Вот это новые противопожарные двери, которые на магнитах специальных держатся в открытом положении постоянно, закрываются только в случае опасности, изолируя тех, кто поднимается или спускается по лестницам от возможного дыма. Эти круглые лестницы оборудованы современными панорамными лифтами, которых раньше не было, и на этих лифтах зрители могут попадать на любой уровень зрительного зала. Из нижнего гардероба мы поднялись на уровень 3-го яруса в новый гардероб верхних ярусов. В этом помещении раньше был склад костюмов. Как ни парадоксально, вот этот новый гардероб для зрителей, наверное, более удобен, поскольку располагается в более просторном помещении. Таких гардероба 2, они расположены с 2 сторон театра, и сюда зрители попадают вот
на тех небольших лифтах, которые мы видели около подъездов для 3-го, 4-го и 5-го ярусов. Поднимаемся в новый зрительский буфет. Буфет получился очень большой. Он занимает все боковое и заднее пространство вокруг зрительного зала. Состоит из 5 залов и повторяет конфигурацию главных фойе театра. В общем, современный большой буфет. Важными местами для зрителей стали боковые фойе. До реконструкции и реставрации здесь был знаменитый буфет. Отсюда по всему театру распространялись запахи осетрины и доходили в том числе до зрительного зала. Должен сказать, что это помещение как буфет использовалось только в советские годы. До революции буфет располагался под сценической зоной. Зрители могли приезжать в дневное время, фанаты балета могли подняться на сцену и посмотреть репетиции. Сейчас зрителям мы такой возможности не предоставляем, и теперь это помещение связывает старую зрительскую часть и новые подземные помещения. Здесь вход в бенуар, здесь вход в партер и амфитеатр, дальше вход в круглые лестницы, там гардеробы, лифты на все уровни и лифты, эскалаторы, лестницы, которые ведут в подземное пространство. В память о небольшом концертном зале, который располагался в одном из боковых главных фойе, новый подземный концертный зал назван Бетховенским залом. Мы находимся в новом Бетховенском зале. Сейчас здесь сделана конфигурация зала как фойе, то есть отсутствуют кресла. Вот этот пол сделан трансформирующимся. Он состоит из подъемно-опускных площадок. Они могут выставляться на разном уровне, образуя основные положения. Архитектор Андреев в качестве основной идеи этого зала взял некие итальянские мотивы, что перекликается с архитектурой основного зала и кулуаров. Акустика здесь сделана переменной. Когда конфигурация концертного зала, вот там вот видно акустические панели, которые выдвигаются и образуется акустическая стена за несущими колоннами этого зала. Для достижения хороших акустических характеристик применялись разные поверхности. Вот в этой части сделаны из бетона такие имитации открытого занавеса. Они имеют помимо декоративного значения еще и акустическое значение, то есть они диффузируют звук, при этом звук сохраняет свою мощность. Вот это контур сцены. В этом, находясь внутри этого контура, все, что звучит, оно очень хорошо разносится по всему этому пространству. Можно сравнить построение этого зала с римским амфитеатром. Здесь в какой-то мере использовались приемы построения акустики, вот те древние, которые позволяли без микрофонов, без усилительных устройств ровно доносить звук до зрителей. Одной из проблем в этом зале было то, что вот под этим залом проходит линия метро. Была проделана грандиозная работа по снятию шумов и вибраций от проходящих поездов метро. Большой участок путей был поставлен на противовибрационные элементы. Мы очень довольны результатом и рады, что можем представить это помещение зрителям. На этом мы заканчиваем. А в следующей нашей программе войдем в главные фойе театра, в анфиладу главных фойе и в зрительный зал. В Пятом балетном зале закончилась репетиция, которую проводила народная артистка России Нина Семизорова. Нина Львовна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы уже освободились, ваш рабочий день закончен? Сегодня да. Уделите нам несколько минут. С удовольствием. Как прошел ваш сегодняшний день? Много было учениц, занятий? Много было занятий, и все они очень разные. Устала, конечно, но
Зато где-то у меня есть такое удовлетворение о сделанной работе, что, может быть, не каждый день бывает. Вы довольны своими ученицами? Сегодня довольна, да. А сколько их у вас было сегодня? Сегодня было всего 2 ученицы, но одной было 3 репетиции, у другой было 2. Остальные девочки у меня уехали, участвуют в открытии конкурса в Перми. Даша Хохлова, Маша Александрова уехала на гастроли. Маша Алаш сейчас вот временно не репетирует. Маша Алаш, Маша Александрова и Нина Копцова. Прима-балерины. Не просто, наверное, с ними работать. Я просто в этом процессе какое-то направляющее, может быть, звено. А они уже творцы, потому что они понимают, о чем идет речь. У него большой опыт. Они со своим характером каждая. Со своими капризами. Бывает всякое, да. Я вообще люблю характер в работе. Он помогает на сцене. Может быть, бывают перегибы, но без него никак нельзя в искусстве. Вы сама прекрасная балерина. Тогда, наверное, не было такого статуса прима-балерина, когда вы танцевали. Он как бы подразумевался. Балерина – это вот та единственная, которая в центре спектакля ведет репертуар. Вы уже давно занимаетесь педагогической деятельностью? Наверное, больше 10 лет. А в Большом театре? А в Большом театре 3-й год. Но все-таки сердце, наверное, немножко ёкает, когда вот вы видите свою ученицу на сцене в той партии, в которой блистали вы. Нет, я просто про другое совсем думаю, когда она танцует, моя ученица. Я знаю слабинки, поэтому я как-то больше на ее стороне пребываю, когда этот спектакль идет. Но если я смотрю другую ученицу, не свою, да, бывает, конечно. Насколько мне известно, Галина Сергеевна Уланова чуть ли не до конца своих дней занималась у станка. А вы подходите к станку? Да, я подхожу к станку, стараюсь сделать станок. Вот сейчас пропустила неделю, просто болела. Для меня вот позаниматься как в церковь сходить. Другое ощущение у меня жизни. Скажите, пожалуйста, а что вам больше нравится, танцевать или преподавать? Мне, конечно, очень нравится танцевать. Но вот сейчас в последнее время я почувствовала удовлетворение от своих учениц. Может быть, оно заменит у меня вот мое какое-то желание танцевать. Танец для меня – это вот моя жизнь. Ваш муж, Марк Перетокин, тоже артист балета. Не устаете от своей профессии? Дома, наверное, есть какие-то другие интересы? Дома у меня очень много забот. У меня 2 кота, пес, моя дочка Анна, которой я стараюсь уделить по возможности свое внимание. Мама. А Марк работает в другом театре, в другом городе. Мы с ним видимся, можно сказать, по праздникам. Что заставит вас рассмеяться, расслабиться? А все. Я вообще человек не злой, поэтому мне все в жизни нравится. И коты, которые мне достают, и собака, которая мне будет в 6 часов утра. Что бы вы пожелали себе? Чуть-чуть свободного времени на выходной. Спасибо вам большое. Желаю вам почаще улыбаться. Это вам очень идет. Спасибо. Совсем маленький, когда-то я здесь на экскурсии был. Мне казалось, это какой-то музей огроменнейший просто. Нас приводили сюда на спектакль Чиполлино и провели маленькую экскурсию. Кто мог подумать, что этот музей станет твоим родным домом? В этом году, как и в предыдущих, конечно же, всегда встречаются приятные события. Одним из таких было это я получил грамоту от Министерства культуры за большой вклад в развитие русского искусства. Когда вот по молодости я получал золотые медали, там бронзовые, на конкурсах, то это был этап, чтобы идти дальше, двигаться. Вот. Поэтому высокосный год, невысокосный год. Главное, чтобы эти годы подольше растягивались. У меня 18-й сезон. Есть что вспомнить, много работы проделано, много нервов потрачено, переживаний, страданий. И радости было много. Поэтому, в общем-то, конечно же, профессия интересная, физически очень трудная. Я не могу сказать, что я чувствую сейчас какую-то усталость, но я уже знаю, где можно и как нужно свои спектакли, как контролировать свои эмоции, контролировать, где можно там отдохнуть, скажем, чуть-чуть, где можно больше добавить какую-то нагрузку. Это опыт, это всего лишь опыт. У каждого артиста он приходит с годами.
могу сказать, что какого-то определенного. Я разноплановый. Потому что есть игровые роли, есть чисто вот такие, они бессюжетные, просто физические, это более модернового характера, скажем так. Но я люблю, мне вот более близко, это именно эмоциональное, что-то душевное, когда можно отсюда передать чувство какого-то героя, положительного, будь он там отрицательный, приблизиться максимально к человеку, которого я изображаю в данный момент. Если брать такие спектакли, как вот «Ромео и Джульетта», у нас когда шел спектакль, это был спектакль Раду Поклитару и Деклан Донован, известный драматург. Критика, конечно, по-разному отнеслась, но успех был у нас везде, когда мы не приезжали. Мне доверили отрицательного персонажа, роль Тибальда. Тибальда для меня это вообще было непонятно, почему я Тибальд. Я больше на Меркуцию как-то походил, ну, по комплекции и все такое, да. Деклан Донован, он проводил со мной очень много времени, объясняя мне, что от меня нужно, там, чуть ли не больше 5 качеств человека, которые нужно показать за этот спектакль. Это было очень интересно, ведь драматически сыграть. Это не просто выйти и сделать движение, а как ты его делаешь, как осмысленно, каждый твой жест, каждый твой взгляд, поворот. Что я могу сказать? Конечно же, здесь все изменилось. Немножко стало все по-другому. А ведь здесь я когда-то танцевал, прямо на этом паркете. Исторический танец гальярда. Я здесь исполнял ее на небольшом мероприятии, которое было организовано руководством Большого театра. Так что мы находимся вот в этом фойе, где когда-то я танцевал. С детства был подвижный. Музыку включали, я начинал танцевать. Это гены, наверное, я не знаю, как еще по-другому. Потому что у меня, во-первых, у меня родители. Оба танцоры. Мама танцевала в ансамбле Моисеева. Папа ее забрал в свой коллектив. Это был «Примас-концерте», небольшой коллектив балета. Ансамбль «Семера» назывался. Они ездили в «Примас-концерте» со всеми нашими эстрадными звездами. Я часто оставался один у маминой сестры, то у нянечки. Вот. И родители приезжали, и доходило вплоть до того, что я маму свою не узнавал. То есть на 3 месяца уезжали, гастроли на 4, и я называл мамину сестру, тетю свою, я называл мамой. Меня водили на свои концерты, я сидел за кулисами, хлопал так. Вот. А потом они заметили, что я очень, ну, так, двигаюсь все время, когда музыка играет. Показали меня различным музыкантам, посадили меня за барабан, дали мне палочки, начал барабанить, я тарабанил какой-то там ритм. И барабанщик сказал, что, говорит, парень-то музыкальный, надо его в музыкальную школу. Родители начали задумываться, куда бы его барабанщиком. Но мне это понравилось очень, потому что я дома все кастрюли, все банки собирал и тарабанил так, что соседи сверху стучали. А с 6 лет уже я пошел в кружок самодеятельности, это в Дом пионеров. Вот. И там была такая Виктория Сергеевна Мартыненко, которая поставила меня уже к станку, первая позиция, порто-бра, я уже начинал вливаться в эту французскую тематику, что батман тандю, эти движения изучать, названия и так далее, и так далее. И выходил уже на сцену, что мне очень нравилось. Когда зал хлопает, это меня прям вот улыбка до ушей.
Хотелось, конечно, наверное, чего-то другого вначале, потому что меня мама когда спросила, кем ты будешь, я сказал, дворником. Мама вообще обалдела и чуть в обморок не упала от моего такого заявления. Гений, почему дворником? То что, ну, потому что, я говорю, я во дворе все время со всеми. Пришел, убрался, гуляю целый день. Ну, что делать, да. Потом уже пошло-поехало, когда подготовительная группа в училище, экзамены вступительные. Я танцевал фрагмент из маленького номера «Бульба», назывался. Это про картошку, которую, значит, я поливал. Там девочкам была картошка, я выходил с яичкой, там поливал ее. Вот, и у меня начинался танец буквально там несколько шагов. И самое было сложное, это в середине нужно было сделать присядку и выпад. Я всегда с нее иногда падал. И меня вот дико волновался, но тем не менее, когда включили музыку, мне мама сказала, улыбайся, вот будь самим собой, естественным, таким вот жизнерадостным, несмотря ни на кого, вот, ты должен быть лучше всех, ты должен быть первый. Я, значит, музыку поставили, все, я пошел, сделал там буквально 3 шага, мне говорят, все, спасибо. И я думал, ну все, крест. Оказалось, что им понравилось уже. И сейчас бы не упасть бы. Например, так было, так раз и 2. Вот так. А меня взяли, когда я просто вот такое движение делал, вот так вот шел. В училище первые 3 класса у меня была педагог Вера Николаевна Куликова. Она как мама, она мне вот лепила, она мне вот мои стопы выворачивала, она там говорила, как нужно заниматься, что какую повязку носить, чтобы спину не сутулить. Это, конечно, целая школа вообще. Была Барышева Елена Николаевна, тоже мой педагог, очень хороший. Она была, конечно, уже очень строгой. Потом был этап, когда мы переходили после 5 класса на первый курс. И там, значит, класс Головкиной и класс не Головкиной. То есть класс Головкина, туда самые сливки попадали, а в другой класс, скажем, попадали те, кто не дотянул. Вот. И я попал в класс Головкина. Сначала было все хорошо, но потом меня уже практически отчисляли. Педагог не видел перспективы во мне и стал меньше уделять внимания. И мы стали потихонечку угасать. Вот мы вдвоем, когда пришли с моим коллегой из всех мальчиков, да, мы стали угасать. Это происходило во всем, и в дуэтном танце, и, в первую очередь, конечно, в классическом. Но в других, например, в народном характерном танце я выделялся в лучшую сторону. У меня были всегда 5, по актерскому мастерству были 5, там, исторический танец, у меня были всегда 5, то есть в этом было все хорошо. Маленький рост говорили, что там у него маленькая стопа, он не вырастет, и вообще нет шансов. И с 5 я скатился до 3, потом 3 с 2 минусами, вопрос об отчислении. Мама, я не знал, что делать. Она, конечно, очень расстраивалась, потому что она в меня верила, что все будет, и оказалось все наоборот. И меня перевели в другой класс. И после первого урока, когда нас туда перевели, я подошел, расплакавшись к педагогу, потому что не мог эмоционально просто сдержаться, потому что я видел, что я ничего не могу сделать. Вот из того, что задают комбинацию, я не мог 2 пируэта, падал, катился по полу. Ничего не мог, ни ногу в вализгон поднять и сделать турлян. Трудно было. Мы подошли вдвоем к педагогу, и я вот начали говорить, и мне прям вот со слезами, как на глазах, сказали, что извините, что вот так все плохо, мы будем работать, и мы постараемся догнать всех. Он сказал, ничего, ребят. Похлопал по плечу, говорит, будем работать. Когда мы были на 2 курсе, мы выполнили программу 3 курса. Нам разрешалось ходить в Большой театр. Я ходил на классы к Лавровскому, к Владимирову. Безумно влюбился в эти уроки. Мне очень нравилось. Я уже с артистами общался, и артисты меня многие знали. Приходили на мои спектакли, что было очень приятно.
что артисты всегда приходили, когда я танцевал «Тщетную предосторожность» с училищем, был концерт, и все наши артисты, и народные, и все приходили смотреть и поздравляли. Это было так здорово. То есть я чувствовал себя в коллективе практически, но еще не доходя туда. Редкая возможность, когда открыто, и можно заглянуть в партер. Сейчас здесь пылесосят, готовятся к вечернему спектаклю. Сегодня премьера. Вот хочется сразу вздохнуть. Вздохнуть и вдохнуть. Хочется вдохнуть сразу. Вот это вот запах, эта пыль. Эти духи, которые тут... Я верю, что они тут есть. Самый был трудный момент, когда я еще не знал, куда тебя распределят, потому что у меня были приглашения в классический Касаткина-Василева, да, театр, и в Кремлевский балет, и в театр Станиславского. И Вячеслав Михайлович Гордеев свой русский балет меня тоже приглашал. И когда Головкин сказал: ну что, Медведев, Большой театр тоже тебя зовет, что ты выбираешь? Я такой сижу, думаю, что еще можно сказать? Я говорю, конечно, Большой театр. Он говорит, ну конечно. Ну и записал, и все тут было понятно. Я в детстве рисовал, очень много рисовал, и тоже, может быть, мог бы что-то. Но потом перестал, забросился. Я занимался восточным единоборством, мне это безумно нравилось. Мое хобби, оно и сейчас как бы есть. Но все-таки профессия это на первом месте. И я понимал, что травмы, которые появлялись на тренировках, на спаррингах, там, это спорт все-таки, да? Хотя балет тоже спорт. Есть сейчас дочка замечательная, ей будет в мае 5 лет. Она ходит на мои спектакли, она была на Чаполино, она была на Щелкунчике. На музыку даже из «Лебединого озера», казалось бы, не для детей спектакль, но она эту музыку напевает. И это счастье. Я всегда смотрю вперед уверенно, с надеждой на лучшее. Бывают разочарования, они и были. Бывали сезоны, когда у меня были такие разочарования, когда я не знал, что делать, потому что работа в театре была минимальна. Когда с тебя снимали с партии, не брали на гастроли. Были очень тяжелые моменты в жизни. Но я с ними справился, потому что, слава богу, были еще рядом близкие люди. Это Валерий Степанович Лагунов, Лавровский, которые меня всегда настраивали на путь верный. Что нужно бороться до конца за цветы, которые нам потом дарят. Спасибо, до новых встреч.